Тема тренинга «Действие судьбы в нашей жизни». Давайте на ближайшие часа полтора где-то просто отключимся немного от мира, потому что мы очень много энергии тратим на то, чтобы добиться чего-то в этом мире, и это неплохо. Остается сделать малую малость, это понять, нужно ли тратить эту энергию и как правильно ее тратить. У Стивена Кови, одного из ведущих современных психологов, есть очень хорошая метафора на этот счет. Он пишет о человеке, который идет по дороге и слышит, как в лесу, который по окраине дороги начинается, там кто-то пилит дерево. Этот человек углубляется в лес, заинтересованный этим звуком, и видит какого-то человека другого, который очень упорно пилит дерево, какая-то у него есть своя цель, он хочет ее достичь. Он трогает его за плечо, и тот сбрасывает его руку, показывая тем самым, что он очень нервничает, и он не допустит, чтобы кто-либо мешал ему достичь его цели. Итак, этот человек первый вновь дотрагивается до его плеча, желая, видимо, что-то ему объяснить. Но тот, не желая ни в чем разбираться, вновь сбрасывает эту руку и продолжает заниматься своим очень важным делом. Итак, 3, 4, 5, может быть, 6 попыток. В конце концов, тот нервно не выдерживает, оборачивается, зло на него смотрит. Этот человек, первый, который вот углубился в лес, очень жалостно как-то смотрит на того, кто занимался этим делом, и говорит ему: «Ну, ты хоть немного пилу-то заточи». На что тот кричит ему в ответ: «Не мешай, мне пилить нужно». Наша с вами деятельность в мире по зарабатыванию денег, по созданию взаимоотношений, по строительству карьеры, по воссозданию или реконструкции здоровья утерянного очень часто напоминает вот эту ситуацию, когда мы чего-то хотим достичь, но при этом толком не знаем, как лучше это сделать. Наша пила наших усилий, она не заточена. Так или иначе, сегодня в этом зале презентация программы «Искусство жить». Она состоит из 2 тренингов. Тренинг «Закон судьбы» и тренинг «Психология для жизни». Сегодня первая часть презентации. Сегодня будет рассказываться о тренинге «Закон судьбы». Что это такое? Зачем это, может быть, нужно обычному человеку? И все в этом роде, связанное с этой темой. Но вначале мне хотелось сказать просто общее некое такое введение вообще в эту тему. Она, может быть, немного необычная, задумайтесь. Искусство жить. Какое-то странное словосочетание слов. Искусство жить. Что это, собственно, за искусство? Мы и так живем. Так же, как и тот человек, он и так пилит. Причем здесь искусство пиления? И тем более искусство жизни. Мы живем, мы едим, мы спим, мы работаем, мы воспитываем детей. Что за искусство? Все понятно, все случается само собой. Так или иначе, все случается само собой, но если вы в чем-то не удовлетворены, в том, что с вами произошло, значит, стоит задуматься. Или если вы добились чего-то, всегда стоит задуматься о другом. А может быть, возможно, больше? Почему бы не задать такой вопрос? Давайте подумаем. Мы с вами всю жизнь чему-то учимся. Мы учимся в школе минимум 10 лет, мы учимся потом в вузе. Я думаю, многие из тех, кто присутствует сегодня в зале, заканчивали вуз, и, может быть, даже не один. Может быть, кто-то учился в аспирантуре, и потом какие-то курсы повышения квалификации, мы читаем какие-то книги, что-то еще. Мы с вами учимся всю жизнь. На чему? В школе мы с вами учили, что такое туфелька-инфузория. Если вы помните, мы даже ее очень подробно рисовали, как она состоит. А все помнят, что такое туфелька-инфузория? Это уроки биологии, я хочу напомнить. Вы когда-нибудь встречали туфельку-инфузорию в жизни? Вы лично с ней общались? Вы вели с ней какой-то диалог или деловую беседу? На уроках химии мы с вами проходили процесс крекинга. Я хочу также напомнить, что это такое. Это несколько таких очень больших батарей, которые связаны какими-то там трубами, и идет процесс перегонки нефти, чтобы получить там что-то. Когда-то в жизни вам пригодились эти знания? Я помню, я получил, по-моему, 4, когда сдавал вот этот крекинг. На несколько ночей я мучился, чтобы это запомнить. Это никак не входило в мой ум, все эти вот катаклизмы, которые там происходят. Тангенс и котангенс – это геометрия. Когда-нибудь на жизненном пути они вам попадались? Большая часть знаний, которые мы с вами изучаем, они нам в жизни не нужны. Увы, но это так. Однако при этом знания, которые прежде всего востребованы в жизни, это знания о том, как жить в этом мире,
Как строить, скажем, взаимоотношения с людьми грамотно. Какова природа успеха или природа счастья, и как грамотно этого добиваться. Как достигать гармонию в своей личности и при помощи чего это делать. Что такое законы судьбы и как они работают. Что-то мы знаем на эту тему? Я знаю, на самом деле, что многие люди скажут, что знают. Но вот, может быть, сегодня у вас может быть некоторая проверка на этот счет. Насколько вы знаете эту тему? Насколько полно, насколько целостно, насколько, я хочу поставить некий восклицательный знак, насколько у вас есть целостное и систематическое образование в этой сфере искусства жить в этом мире. Итак, добро пожаловать в эту тему. Ну вот, собственно, все введение. Мне хотелось обозначить некое направление, что ли, нашего разговора. И теперь давайте говорить уже о законах судьбы, вот об этом тренинге. Эта программа действительно заняла первое место на 6-м международном фестивале звезд психологии и психотерапии. И для меня это особенно приятно, потому что я прожил в этом мире уже около 40 лет, но это главная программа, которая была создана из всего того, с чем я работал. И поэтому вот это признание лично для меня, как для профессионала, особенно ценное. Первое, с чего я хотел бы начать, первый тезис. Этот мир пронизан законами. И в этом мире ничего случайного нет. В принципе, это некий очевидный факт. И если мы говорим с вами о физической реальности, вот этой осязаемой реальности, которую мы видим, или с которой мы сталкиваемся непосредственно, то этот факт, он очевиден и естественен. Мы знаем, что есть закон тяжести, и нет смысла, никакого смысла нету, кроме какой-то особой ситуации просто глупости, подбрасывать какой-то тяжелый предмет над собой и закрывать глаза. Мы знаем, что есть закон тяжести, что если мы сделаем это действие, то этот предмет, он, возможно, упадет на нас и причинит нам какие-то проблемы. И мы избегаем таких действий. Точно так же мы знаем, что есть сила сопротивления среды, скажем, у стены есть сила какая-то упругости, и поэтому мы не закрываем глаза и не разбегаемся. Мы знаем, что это опасно, что мы можем воткнуться головой в стену. Так или иначе, мы учитываем эти законы. Когда мы едем по дороге, мы учитываем правила дорожного движения. Мы ехали сюда и видели, как это называется, эвакуатор, в общем, подцепил какую-то машину и грузил ее. Я просто представил себе человека, который приходит, а машины нет. Почему? Потому что просто было нарушено какое-то правило. Этот мир пронизан законами, и мы их уважаем в физической сфере. В сфере так называемой грубой материальной реальности. Но есть тонкая реальность. И если говорить о судьбе, то она действует в этой тонкой реальности. Я приведу лишь некоторые факты, чтобы просто обратить наше с вами совместное внимание на то, как работает судьба. На одну консультацию ко мне приходит женщина, и вот вкратце ее история. Она жила в небольшом таком уездном городе. Она была замужем, у нее была взрослая дочь, она была очень привязана к дочери. Итак, вот это ее привязанность к дочери. Это некий первый факт, с которого мы начинаем наш с вами рассказ. В силу этой привязанности у нее портятся отношения с мужем, потому что какому нормальному мужчине понравится, когда на него внимание вообще не обращают, а просто используют его как некий сырьевой придаток, который приносит им какие-то деньги и что-то еще может делать. Но никакого эмоционального внимания ему не дается. Ни один нормальный мужчина такую ситуацию не оставит такой, какая она есть. Так или иначе, она разводится. Это первый шаг, который она делает в плане построения своей судьбы определенной. Далее второй шаг. В силу очень большой привязанности к дочери она оставляет свою любимую работу, и она переезжает с ней в крупный губернский город, и она устраивается на несколько работ. Она работает уборщицей, еще там где-то, просто чтобы поддерживать квартиру, чтобы были какие-то продукты, чтобы оплачивать обучение дочери. Дочь поступает в художественное училище. Итак, это некий второй эпизод в ее судьбе, важный для нашего рассказа. Дальше третий эпизод. На первом курсе дочь знакомится с одним из преподавателей, у которого нет квартиры. Он живет там же в художественном училище, он снимает там небольшую комнату в полуподвальном помещении. Там у него небольшая мастерская, шкаф, кровать, что-то вот такой небольшой антураж. В общем, короче говоря, через несколько месяцев их знакомства дочь просто переезжает к нему туда в комнату и полностью разрывает отношения с матерью. Никаких отношений, даже не отвечает на телефонные звонки. Мать в шоке. Она всю жизнь положила на свою дочь. И вдруг такое событие приходит в ее жизнь.
Она звонит, она пытается с ней как-то встречаться, дочь полностью пренебрегает этими отношениями. В конце концов, она несколько раз приходит, она несколько раз где-то там подлавливает этого человека, как-то с ним грубо разговаривает, и это заканчивается несколькими драками. Она дерется с этим человеком, чтобы вернуть свою дочь обратно. Так или иначе, вот это некая фактура просто. Врывается что-то в нашу жизнь. Я рассказал один эпизод. Но я думаю, многие из присутствующих здесь людей могут вспомнить разные другие случаи из своей жизни, когда некий тайфун какого-то негативного события входит в вашу жизнь и буквально взрывает всю вашу жизнь. Когда какой-то установленный порядок, установленная какая-то гармония, все разваливается на части. Это может быть крах финансовый, это может быть проблемы серьезные в здоровье, это может быть потеря близкого человека или что-то еще. Подумайте. Или, может быть, дом сгорел. Но так или иначе, что-то приходит. Мы с вами упоминаем, что в судьбе есть события со знаком минус, негативные факторы судьбы. Вот это первое проявление судьбы. Я хочу задать вопрос. Насколько мы понимаем, что вот эти события приходят закономерно в нашу жизнь? Можем ли мы на самом деле отследить вот ту цепочку, которая привела к возникновению этого события? Или мы считаем, что виноват этот конкретный человек, это правительство, это природный катаклизм или там что-то еще? Итак, можем ли мы понять, как вот это событие связано с моими поступками раньше? Но еще раз, тонкие законы судьбы — это законы причины и следствия. Я совершаю какой-то поступок, и я просто получаю реакцию через какое-то время. На самом деле закон судьбы — это просто третий закон Ньютона. Третий закон Ньютона мы принимаем в физической сфере. Сила действия равняется силе противодействия. Но в тонкой сфере действует абсолютно тот же самый закон. Насколько мы умеем разглядеть то, как он действует в этой сфере? Это вопрос к аудитории. Итак, в судьбе есть еще и другие события. Но на самом деле не все так плохо. Есть события со знаком плюс. Это некие позитивные события, которые входят в нашу жизнь. Как они проявляются? Это карьера, которая вдруг легко начинает возникать в нашей жизни. Вы знаете, вот как будто какая-то сила начинает нас поднимать по этой карьерной лестнице. Просто легко, само собой все получается. Или финансовый успех. Смотрите, как будто волна какая-то. Вот она просто вас даже накрывает, вы даже удивляетесь, что это такое происходит. И глаза зажмуриваете от счастья, безусловно. Или здоровье. Кому-то оно досталось хорошее. Давайте заметим. Если у нас его нет, то у кого-то оно есть. Может быть, у нас есть, значит, нам досталось. Это тоже позитивный фактор судьбы. Но опять, тот же самый вопрос. Насколько мы грамотны в понимании, как эти обстоятельства приходят в нашу жизнь? Или опять, просто это само собой, или случайно, мне повезло, птица удачи, я ее поймал, схватил, и никуда теперь она не вырвется и никому больше не достанется. Мы на всех очень подозрительно смотрим, считая их конкурентами, и отбиваемся от них, чтобы они отошли подальше и не отняли у нас эту птицу удачи. Это уже неудача, кстати говоря. Это уже проблема. Мне рассказывали про одного человека, мой знакомый один. В общем, у него была машина. Хорошая машина, вот, хороший гараж, хорошие замки. В общем, машину украли. Как-то все это вскрыли и украли. Нет, даже ее украли со стоянки, не с гаража, где-то ее... Машина была застрахована, фактически всю сумму они получили. Они покупают новую машину, такую же хорошую, говорит, там другая марка уже, но достаточно такой цивильный автомобиль. В гараже, только в гараже, нигде больше не оставляет. Послушайте, что они делали, эти люди. В общем, на зиму они снимали колеса с этой машины, и эти колеса прятали в разных квартирах. У них было несколько квартир. Я не знаю, зачем они это делали, но, видимо, чтобы воры не подобрали ко всем квартирам сразу и в одну ночь не совершили всю эту операцию. Понимаете, сначала колесо в одной квартире найти, потом колесо в другой квартире, а потом пойти к гаражу, открыть машину, приставить эти колеса и уехать. Так или иначе, все годы они жили вот с этим страхом. Если у вас даже есть удача и успех в жизни, но при этом есть вот этот страх потери, то это уже неудача. Вот об этом страхе, кстати говоря, мы сегодня поговорим. Потому что если успех сопровождается этой неуверенностью, то это не успех, это проблема наоборот. Это головоломка, которую мы получили. Успех всегда должен быть основан на внутренней платформе целостности и уверенности.
на внутренней гармонии. Если успех какой-то иной, этот успех просто разрушает вашу жизнь, а ее не созидает. Но об этом успехе мы сегодня особым образом поговорим, потому что это особая тема, о которой нужно достаточно, по крайней мере, кое-что хотя бы сегодня сказать. Я хочу обратить ваше внимание на первый тезис сегодняшней нашей презентационной встречи. Я сказал о том, что этот мир пронизан законами. Они пронизывают физическое пространство, но, что еще более важно, есть тонкая реальность. И есть тонкие законы судьбы. И все события жизни, как негативные, так и позитивные, они приходят в силу того, что эти законы начинают срабатывать. А эти законы срабатывают тогда, когда мы действуем. И одно наше действие приводит к негативным последствиям, а другое наше действие приводит к позитивным последствиям. Итак, зачем же нам нужно знать эти законы судьбы? Как вам кажется? Я думаю, это нужно для того, чтобы знать эти законы и правильно делать выбор для дальнейших действий. Потому что все в жизни – это выбор, и действие – это выбор. Спасибо. Спасибо. Чтобы жизнь была гармоничной, чтобы удовольствия превалировали перед разочарованием. Мировоззрение человека образованного основывается на знании. Так вот, знание законов дает человеку веру. То есть мы обретаем веру, когда знаем законы. Окей, обратите внимание, некий очень важный момент. Я хочу два слова буквально сказать. Что такое вера? Это когда я совершаю действие и верю в то, что оно правильное. И у меня нет страха и боязни, что случится что-то не то. Нам нужно знание законов реальности, по крайней мере, для двух вещей. Чтобы вот эти события со знаком минус, которые уже встроены в нашу судьбу, на самом деле уже программа нашей судьбы есть, чтобы мы могли на это повлиять. Обратите внимание, некий очень важный момент, на то, что должно случиться по нашей судьбе со знаком минус. У нас есть возможность на это повлиять, если у нас есть знания, как грамотно и квалифицированно это делать. Люди почему-то, некое такое профессиональное наблюдение, все время дожидаются, когда случится что-то плохое, и вот потом начинают уже с этим пытаться что-то сделать. Зачем? Вот эти плохие вещи, от них нужно избавляться заранее, еще до того, как они проявились. Кстати говоря, в одном древнем трактате описано, что судьба, она имеет разные стадии проявления. И первая стадия – это просто зерно, которое проклюнулось. Ничего еще, никаких внешних событий нет. Просто что-то проклюнулось на тонком плане. Какая-то негативная программа. Следующая стадия, когда почва немножко, знаете, так уже припухла, и там что-то вылазит. Тоже пока ничего не видно на внешнем плане. У нас по-прежнему есть деньги, со здоровьем нормально, хорошие взаимоотношения с кем-то, но какие-то тонкие знаки уже есть. Какая-то негативная программа уже проклюнулась. Следующая, третья стадия – стебель и листки. Событие негативное начинает проявлять свою силу. Оно входит в нашу жизнь, какое-то разрушение. И четвертая стадия, когда все уже разваливается. Так вот, не нужно ждать четвертой стадии. Нужно работать на уровне этих семян. Итак, мы с вами в ходе этого тренинга хотим изучать вот эту тонкую науку. Что такое судьба, как она действует, какие негативные последствия наших действий у нас уже есть, и как на это можно грамотно повлиять. Это первая задача. И вторая задача, зачем нужно это знание законов судьбы. Вот эти позитивные события. Но неужели нам это не нравится? Когда у нас больше денег становится, опасное предположение. Когда у нас становится больше здоровья, когда у нас уверенно хорошие взаимоотношения, стабильные, и мы знаем точно, что это не остановится. Это позитивные факторы судьбы, и это мы можем усиливать на самом деле, если мы грамотно живем в этом мире. Так или иначе, нам нужно знание, чтобы влиять вот на эти два фактора, на негативный и на позитивный. Я сделал небольшое введение. Но на самом деле эти аплодисменты нужны вам, чтобы немножко усвоилось. Я раскрываю тайну всего этого. Так или иначе, тренинг, еще раз, нам не нужна информация, нам нужен живой опыт. Я хочу, чтобы мы с вами сейчас взяли один небольшой факт и чуть-чуть его раскрутили в качестве некой иллюстрации того, как законы судьбы работают. Итак, пожалуйста, сделайте небольшой анализ, где болезни копятся в вашем теле, слева или справа. Итак, слева или справа? Болезни хронические, где вы их накапливаете? Какая у вас половина тела больше страдает? Левая или правая?
Травмы, ушибы, где они больше? Какой половиной своего физического тела вы цепляетесь за жизнь больше? Левой или правой? И вот уже кто-то может заметить, что действительно да, на этой части моего тела скапливается больше. Почему? Вы можете задаться этим любопытством. У кого-то посередине скапливается, такое тоже бывает. У кого-то и слева, и справа, и сверху, и снизу. Это особая ситуация. О ней мы тоже немного сегодня поговорим. Вот это некий внешний факт, который мы с вами имеем, и обратите внимание, мы даже, может быть, не замечали, что он есть. Что вот именно левая или правая половина тела страдает. Но сейчас заметили. Теперь давайте чуть-чуть совсем распутаем. Итак, если кто-то из вас изучал астрологию, то знает, что есть две самые мощные позитивные планеты в нашем гороскопе. Что это за планеты? Это Солнце и Луна, совершенно верно. Иначе говоря, две основные позитивные силы в нашем гороскопе. Это солнечная энергия и лунная энергия. И даже исторический такой пример, говорится, что есть лунная династия, а есть солнечная династия. Тоже интересный момент. На самом деле, все в этом мире идет от Солнца и от Луны, по большому счету. Потому что солнечная энергия — это мужская энергия, а лунная энергия — это женская энергия. И вот эти две силы, они образуют нашу жизнь. Если кто-то из вас учил китайскую философию, может быть, когда-то, помните этот знак такой вот? Взаимоперехода. Ян и инь. Женское и мужское начало, которые взаимно перетекают друг друга. Вот этот переход, взаимодействие. Наша с вами жизнь образуется сочетанием этих двух энергий, мужской и женской. Солнце и Луна, они действуют на нас. Еще раз, это две основные силы нашей судьбы. Но как они действуют? Вернее, более точный вопрос, через кого они действуют? Как вам кажется? Они действуют через наших родителей. Через мужчину и женщину. Через отца и мать. В разных эзотерических практиках известно, что наша левая половина тела строится женской энергией, а наша правая половина тела строится мужской энергией. Так вот, если у вас просто разорваны взаимоотношения с отцом, это психологический факт. В данном случае я сейчас говорю уже психологическими терминами. То есть есть какая-то обида, или какой-то гнев, или какое-то неудовлетворение, что отец что-то не сделал для вас, что он должен был сделать, как вы считаете. То вот просто в силу этого вашего негативного отношения к отцу перекрывается вот этот солнечный канал. Вот эта мужская энергия перекрывается. Хотите вы или нет, вы получите несколько фактов по своей судьбе. И один из них — это проявленные болезни на правой стороне тела. Если вы правша, кстати говоря. Если левша, то наоборот. Проверяйте, пожалуйста, прямо сейчас. Что такое левая половина тела и что такое болезни левой половины тела? Как вам кажется? Это взаимоотношения с матерью. Это прерывается контакт связи с Луной, с лунной энергией, с этой энергетикой. Вы получаете проблемы на левой половине тела. Но это не все на самом деле. Потому что такое мужская сила? Нужно очень хорошо это понять. Нужно понять ее основу, а не просто говорить, что это какая-то сексуальная там, энергия, женская или мужская. Мужская сила — это сила, которая утверждает что-то в мире. Обратите внимание, это сила, которая экспансирует себя. Мужская энергия — это энергия, которая добивается чего-то в этом мире. Кто такой мужчина на самом деле? Что женщины прежде всего ценят? Они ценят вот эту некую решимость, это некий динамизм, эту некую уверенность внутреннюю. Разве не так? И вот это и есть мужская энергетика. Если у вас разорван контакт с Солнцем, вы можете получить два следствия. Первое. У вас эта энергия не проявляется вообще в жизни. Это означает, что вы неуверенный человек, который ничего не может добиться в жизни. Он просто, ему не на что опереться в себе, понимаете? Вот нет этого бензина, вот этой энергии нет, при помощи которой он мог как-то действовать. Но второе, что вы получаете, если все-таки эта энергия, она была сильная, и она все-таки пробилась через эти сломанные каналы, вы получите эту энергию в жестком варианте. Это мужчина, который идет по головам, это агрессия мужская.
Это вот этот современный бизнес на самом деле, когда все друг другу ломают головы и все остальное. Когда человек не обращает внимания на других, когда от семьи уже ничего не остается, просто он доминирует и все. Он готов уничтожить любого, кто сопротивляется. И опять вы можете заметить в себе такие корни, когда просто кто-то не согласен с вами, и вы просто приходите в гнев сразу же. Вот это проявление. Еще раз, это разорванный контакт с мужской энергией, она не гармоничная. Она, знаете, вот как река, которая прорвалась. Что случается с рекой, которая все-таки она сквозь узкое русло прорвалась, понимаете? Там было широкое русло, а где-то закупорка произошла. И вот она там накопилась, и потом пробила все это, и она течет. Как она течет? Вот она, понимаете, вот валуны несутся и все ломает на своем ходу. Женская энергия. Что такое разорванный контакт с ней? Это означает, что в вашем внутреннем мире не будет вот этой гармонии, потому что Луна, что она делает? Она успокаивает. Если мы с вами ночью выйдем и посмотрим на Луну, что с нами случается? Есть такая метафора – охлаждающий свет Луны. Вот эта тонкая сила, которая успокаивает, гармонизирует. И обратите внимание, она дает вкус овощам. Вы знаете, почему овощи вкусные? Потому что это влияние Луны. Именно поэтому овощи, выращенные в теплицах, они как промокашка. Нет влияния. Так или иначе, женщины, они очень прекрасные. Очень вкус в этом большой есть. Сами женщины, они очень такие утонченные, понимаете, вкус во всем на самом деле. Вот эта уверенность какая-то в себе женская, какой-то вот этот эстетизм, чувство красоты, умение как-то подать себя, это все вот эта женская энергия. Еще раз, если разорван этот контакт с матерью, будут проблемы просто в презентабельности, в уверенности внутренней. Не будет этой гармонии. Женщина, она сглаживает углы. Почему мужчина ценит женщину? И прежде всего, за что он ее ценит? Это вопрос к мужчинам. Просто вот за то, что когда я рядом с ней, я просто успокаиваюсь. Понимаете, вся моя вот эта жесткая энергетика мужская, которая все время бурлит, она успокаивается. Она сглаживает мой характер. Она дает мне внутреннюю гармонию, она дает какую-то опору. Вот это женская энергия. Еще раз мы возвращаемся к одному и тому же. Если разорван этот канал, если он сломан так или иначе на тонком уровне, вы получите проблемы в этой сфере. Мне хотелось совсем немного показать то, как все это работает, и что это за такие невидимые законы судьбы, как они действуют. Вот. Ну, что касается центральной линии, о которой вы говорили, то проблема в том, что вы не реализуете себя в жизни. Потому что центральная линия, линия позвоночника, это центральная ось. По ней располагаются чакры, собственно, заметьте. И вот, собственно, эта энергия кундалини, она поднимается вверх по позвоночному столбу. Если у вас нет реализованности в жизни, если вы живете не в соответствии со своим предназначением, не реализуете просто себя как личность, а просто приспосабливаетесь по жизни. И очень много суеты, когда вы тратите себя на какие-то такие мелочи просто. Разбазариваете свою жизненную энергию. Будут проблемы по центральному столбу. Это будет перекос в позвоночнике, что там какие-то боли и все остальное. Человек не прямой, он не реализует себя по центральному каналу. Он слишком рассеивается. Так или иначе, я хочу обратить ваше внимание, что мы сегодня с вами говорим о психологии третьего тысячелетия. Это психология чуть дальше, чем психология Дейла Карнеги. И даже, я боюсь этого слова, но тем не менее я должен о нем сказать, даже дальше, чем НЛП. Серьезно дальше. Это психология третьего тысячелетия, когда мы должны познакомиться с реальностью такой, какая она есть, и научиться в ней жить по-настоящему, чтобы добиваться успеха и быть счастливыми. Мы с вами на самом деле предназначены для этого. Если мы несчастны и неуспешны в чем-то, это значит, мы живем неправильно в этом мире. Небольшой диагноз. Вот. Каждый может себя проверить по нему. Я хотел бы задать вам один очень интересный вопрос сейчас. Давайте сделаем паузу. У меня некое чувство, что пора это делать. Что лично для вас было важно вот в этом небольшом проговоре, вот в этом небольшом отрезке нашей с вами работы? Концентрация болезни, вот вы говорили справа-слева, пациента, да? Вот, например, для меня это было важно. Я человек логического ума, я понял, что существуют определенные законы, которые можно опознавать, и учиться жизни как науке, понимаете? То есть это вообще потрясающее для меня открытие. Я никогда не думал, что жизнь можно просто узнавать и спокойно идти по ней, ее не бояться,
очень непрогнозируемо, непредсказуемо. Были такие вопросы, которые для меня лично интересны, как будущее, как перспектива третьего тысячелетия. Поэтому, затрагивая вот эти вопросы, которые вы затронули, они у меня вызывают естественное желание встречи с вами дальше. Хорошо, спасибо. Я прошу вас поаплодировать всем тем, кто выступал, и всем тем, кто слушал. Мы идем дальше. Второй отрезок нашего пути. На что мне хочется обратить внимание? Что с нами происходит, когда мы неосознанно, в силу нашего незнания, нарушаем вот эти самые законы судьбы? Что происходит? Давно уже, лет, может быть, даже 12 или 14 назад, не очень точно помню. Я прочитал одну книжку зарубежного автора. Я обычно книгу оценивал по нескольким первым абзацам. В первом абзаце я наткнулся на фразу, которая заставила меня прочитать эту книжку от корки до корки. Я не нашел ответа на свой вопрос, который меня зацепил на первой же фразе. Это заставило меня искать дальше. Но так или иначе, вот, собственно, с этой программой, мне кажется, кое-что я нашел. И поэтому мне хочется делиться именно этим. Фраза следующая. Я хочу ее произнести, потому что эта фраза может быть неким критерием отбора для вас. Готовы ли быть участником этого тренинга вы лично или нету? Послушайте, пожалуйста, внимательно эту фразу, насколько она отзовется внутри вас. Наши болезни и враги — наши лучшие учителя. Итак, сделайте внутреннюю проверку, насколько эта фраза, она отзывается внутри вас. А я просто пойду дальше. Второе, что мне хотелось бы сказать в ходе сегодняшней встречи, что помимо того, что мир пронизан весь законами, ничего случайного здесь не происходит, есть еще второй фактор, что за всем этим стоит некая изначальная сила любви, которая идет в нашу жизнь. Иначе говоря, вот эта сила опеки, сила руководства, сила поддержки, которая незримо присутствует всегда в нашей жизни. Знаем мы об этом или не знаем, соглашаемся мы с этим или не соглашаемся. Сила некой изначальной вселенской любви, которая ведет, как описывают мудрецы в древних трактатах, каждое живое существо в этой вселенной. Зачем я об этом сказал? Это достаточно высокое поднятие планки, но еще раз хочу сказать, я не хочу презентировать сегодня программу, то есть завлекать кого-то. Мне хотелось бы, чтобы сегодня произошел некий отбор. Когда мы нарушаем какие-то законы жизни, то в нашу жизнь придут проблемы. И вот все то, что мы упоминали со знаком минус, это вот эти реакции, которые идут в нашу жизнь, когда мы действуем как-то не очень точно в этом мире, не очень гармонично. Я хочу обратить ваше внимание, что в жизни каждого среднестатистического человека, а мы с вами на самом деле все относимся к этим среднестатистическим величинам, жизнь каждого такого человека очень проста, как бы она ни казалась вам сложной. Потому что все проблемы человека, они всего лишь в 2-3 ситуациях. Задумайтесь. И если вы внимательно посмотрите на свою жизнь, вы заметите, что в вашей жизни 2-3 ситуации все время повторяются. Из раза в раз. Я пока даже не начал говорить, что это за ситуации, но уже задумайтесь. Это то, что называется основные кармические уроки. 2-3 основных кармических урока, которые человек из раза в раз получает. Как что? Как обратную связь от жизни. Вот твои 2-3 основные проблемы, ради которых ты пришел в эту жизнь, чтобы выучить именно эти уроки. Но каждый раз, когда эти проблемы приходят в нашу жизнь, обратите внимание, что часто мы делаем. Мы обвиняем человека какого-то, кто был как бы непосредственной причиной этой проблемы. Или мы обвиняем какое-то, я не знаю, стихийное бедствие, или тоже правительство, или нашего партнера по бизнесу, или ребенка какого-то, который непонятно почему достался мне в качестве моего собственного ребенка. Или свою жену и мужа, это случается чаще, на самом деле. Но мы из раза в раз не готовы заглянуть внутрь себя. 2-3 повторяющиеся ситуации. Луиза Хей, один из ведущих современных психотерапевтов, привела такой пример в своей книге. Она сказала, что
Есть такие люди, которые, когда раздается торт, и они стоят в очереди для того, чтобы получить кусочек торта, то всякий раз, когда очередь доходит до них, торт заканчивается. А есть другие люди, как мне один топ-менеджер рассказывал свою ситуацию. Он мне говорил так: ты знаешь, я был на массе самых разных тренингов. Я все знаю, все понимаю. У меня есть вся квалификация, меня обучили, я даже НЛП знаю. Со всеми этими подсознательными возможностями, манипуляцией, которые он дает. Но, если просто идет совещание совета директоров, я что-то говорю, и хотя бы кто-то скажет из них, моих партнеров, с которыми я делаю мой бизнес, у нас общий капитал, если кто-то скажет, что он в чем-то не согласен со мной, у меня сразу гнев и ярость изнутри. И я знаю, что делать. У меня есть только одна возможность, когда эта волна начинает идти изнутри меня. Встать и уйти, чтобы не наломать дров, потому что я ценю эти отношения. И он мне говорил, и я ничего не могу сделать с этой ситуацией. Итак, это другой пример повторяющейся ситуации. Третий пример. Вы начинаете бизнес. Вы его почти раскрутили, и он ломается. Просто рассыпается. Что-то там случается, и просто все рассыпалось. Хорошо? Вы начинаете заново, снова вы раскручиваете, и вот-вот все будет стабильно, и снова ломается, знаете, на самом взлете. Вы начинаете третий раз, и что вы получаете? Вы получаете тот же самый сюжет. Я не буду продолжать эту цепочку. Но я хочу обратить внимание, что наша с вами жизнь, она на самом деле состоит из этих 2-3 негативных аккордов. Знаете, вот этот диссонанс такой. 2-3 вот этих неправильных аккорда, которые постоянно звучат в нашей судьбе. Понимаете, постоянно кто-то берет их. Вот какая-то сила судьбы все время берет эти ноты неправильные. Чтобы мы при помощи своего слуха наконец-то услышали. Плохо ведь звучит, противно. У нас тренинг, поэтому домашние задания будут даже сегодня. Стиль нашей работы такой, что в ходе тренинга будет идти практическая работа здесь, в зале, с самыми разными методиками и упражнениями. И будут различные домашние задания также. На самом деле мы хотим работать 8 суток подряд. Пожалуйста, не надейтесь на легкие результаты. Результаты будут и очень серьезные. Но давайте настраиваться на нормальную работу, а не просто ожидать, что все ведущий сделает. Ведущий на самом деле ничего делать не будет. Хочу сразу сказать торжественно. Задача ведущего — дать возможности, но кто как ими воспользуется — это фактор свободы каждого. Фактор выбора, что ли. В общем, домашнее задание. Завтра у нас очень важные материалы. Пожалуйста, тот, кто придет завтра, придите уже с некоторой основой. Сделайте некоторый анализ своей жизни и найдите вот эти 2-3 повторяющиеся ситуации. Что это? Где это повторяется? В чем вы застряли? Не нужно это анализировать слишком глубоко. Просто увидьте эту внешнюю фактуру. Заметьте ее. Вот где это повторение идет. И принесите это завтра сюда. Итак, второе, что я сказал о том, что за всеми этими законами судьбы стоит любящая сила Вселенной, которая дает нам вот эту негативную обратную связь в виде каких-то проблем, которые приходят в нашей жизни. Но это что такое? Это не наказание. А что? Это уроки, это обучение, иначе говоря. Мы ученики в этом мире. Нас никто здесь на самом деле не наказывает. Мы просто обучаемся здесь. И ровно настолько, насколько мы обучаемся этим урокам судьбы, ровно настолько мы можем преодолевать все эти ситуации. И никак иначе. Итак, в ближайшие встречи здесь будет даваться методика анализа кармических ситуаций, при помощи которых вы сможете распознавать вот эти уроки судьбы и учить их для себя. И вы сможете реально замечать, как сразу же, не когда-то через годы, здесь, в течение этих ближайших дней эти ситуации будут меняться. На самом деле это серьезное обещание, которое звучит сейчас. Вы сможете его проверять. Третье. Небольшой отрезок нашего пути, но принципиальный. Я хочу сказать о методологии, с которой работаю я. Итак, этот тренинг основан на 2 платформах профессиональных. Первая — это платформа современной психологии, современной психологической науки. Современная психология — это техники, это методы. Это работа с реальным опытом, а не словами. Еще раз, это то, что будет здесь, в этом зале. Мы хотим работать с реальным опытом изменения своей жизни в самых различных сферах. Современная профессиональная психология — первая опора.
Вторая опора — это древние санскритские трактаты, которые оставили нам мудрецы. И вот здесь я хочу сделать небольшую паузу, чтобы кое-что сказать. Итак, современная психология — это неплохо. Я в профессиональной психологии около 15 лет, и я работаю с самыми разными методиками и школами. Все достаточно неплохо, достаточно сильный, хороший материал. Я провел несколько программ. В свое время меня заинтересовали методики управления будущим. К слову сказать, такое тоже возможно, если кто-то не знает. Я провел несколько программ. И я потом остановил эти программы. Кто-то может догадаться, почему? Как вам кажется? Я хочу упомянуть одно обстоятельство очень любопытное. Практически все люди, которые были на этих нескольких тренингах, они получили практически все, что они хотели, с чем они работали в ходе этих тренингов. Смотрите, громадные возможности на самом деле для профессионального успеха. Богатство и карьера абсолютные просто. Но тем не менее, программы были остановлены. Как вам кажется, почему? Вот почему они были остановлены, я хочу ответить сам. Итак, если вы читаете книги различных современных авторов, профессионалов в психологии, то вы наверняка можете сказать, какая сейчас самая модная тема в современной психологической науке. Самая модная тема, которая притягивает на самом деле всех людей, и даже тех, кто интересуется семьей, и даже тех, кто интересуется карьерой, и всем остальным, притягивает тема влияния на будущее. Потому что чего бы вы ни хотели, но если вы осваиваете методики воздействия на будущее, то вы можете получить что-то в той сфере, которая лично вам интересна. Я хочу вам привести пример, как работают все эти техники, о которых вы можете читать в разных книгах. Итак, допустим, есть сосуд вашей судьбы. И вам, знаете, но сейчас в своей жизни вы имеете некую ситуацию, ну, в данном случае мы будем говорить о финансовой ситуации. Я рисую доллар. Что у вас в месяц вот из этого краника судьбы, в общем, что-то вытекает, какая-то величина. Теперь, вас это не устраивает. И вы начинаете изучать современную психологию и разные методы усиления, как привлечь богатство, чтобы было больше. И все эти методы, я немножко сейчас буду говорить метафорично, но в итоге вы поймете, о чем идет речь. Потому что это некое очень важное понимание, которое обязательно нужно иметь в виду, если вы вообще собираетесь работать с этими методами или работаете. Все эти методы, они работают с раскруткой вот этого крана. То есть, чтобы полилось больше. Вот это все позитивное мышление, то, что было сказано, настрой, знаете, вот эти медитации, когда каждое утро просыпаться и, знаете, медитировать на этот золотой душ. Вот просто он на вас все это льется, это богатство, вы медитируете на это. Вы везде видите одни доллары, понимаете, вот, и один золотой блеск, и больше ничего не видите. И пишите себе разные аффирмации, что я достоин богатства, я самый лучший человек и все остальное. И оно придет ко мне завтра. Значит, что происходит? Что происходит, когда вы работаете с этими методиками? Ну приходит же больше. Разве нет? Приходит больше. Может быть, $1000. Может быть, даже $1500 придет. Поднимите руку. Опять я хочу чуть больше сориентироваться. Кто работал с этими методиками и заметил, что увеличивается? Вот кто не верит, то может посмотреть на тех, что работает. Это факт очевидный. Если кто-то работал, но не получилось, это или очень плохая карма, или просто неправильно что-то делаете. Чаще всего второе. Прибавляется. А теперь я хочу обратить на очень важное обстоятельство, которое все время пропускается в современной профессиональной психологической литературе. И это, собственно, к санскритским трактатам мы уже переходим. Есть некий порог судьбы, есть некая граница судьбы. Она есть для различных сфер нашей жизни, некие кармические замки. Если по судьбе вам было положено, скажем, иметь в месяц $3000,
то вот при помощи этих методик вы вот эту сумму можете поднять. Но вот до этой границы, и не более, ни на $1 больше. Вы в жизни имеете меньше, потому что просто не реализуете потенциал судьбы. И вот все эти методики, они реально раскручивают этот кран. Это действительно так. Кран раскручивается, он просто не полностью был вами открыт. Вы не те какие-то поступки совершали, действия какие-то, веры какой-то не было. Но при помощи позитивного мышления вы раскручиваете это реально, и начинает выливаться больше. Но еще раз, если вы внимательно с этим работали, или понаблюдаете внимательно тот, кто с этим работал, вы заметите всегда, что в какой-то момент вы упретесь в некую цифру. И вот дальше, сколько вы себя не накручиваете вот этим вот верой такой некой, необоснованной на самом деле, не прибавится. И здесь есть некая проблема. Потому что я, например, знаю людей, которые при помощи очень хороших тренингов, очень сильных, есть хорошие тренинги на эту тему, которые очень сильно раскручивают вашу веру, что вы достойны всего и вы всего добьетесь. Но вот когда вы получаете эту веру, но при этом втыкаетесь вот в этот потолок, что происходит? Происходит очень сильная депрессия и разочарование. И людей потом нужно будет вытаскивать просто из очень глубокой депрессии. Потому что они ломаются просто как личности. С мужчинами это чаще, чем с женщинами, потому что мужская психика, она более жесткая. Нам нужно знание более глубокое. Есть некая тонкая сила. На санскрите эта сила называется дайви. Тонкая сила судьбы, которая наполняет сосуд вашей судьбы. И если вы не умеете с ней взаимодействовать, вы никогда вот эти пороги не преодолеете. Я нарисовал на этой доске схему относительно финансов. Ну, например, вместо доллара я мог нарисовать сферу взаимоотношений. Какой символ олицетворяет сферу взаимоотношений? Символ сердца. Так вот, есть люди, которые как ни пытаются выйти замуж или жениться, ничего не получается. Понимаете? Есть некий блок, порог. И если они будут пытаться решать эту ситуацию при помощи методик, знаете, улыбнуться, обольстить и все прочее, это будет срабатывать. Но будет очень недолговременные результаты. Потому что некий порог, есть некая тенденция, которая встроена в вашу судьбу, и она будет разрушать все то, что вы будете получать. Хотите вы или нету. И еще раз, опять же, пока вы не научитесь взаимодействовать вот с этой силой, эти ситуации не будут меняться. Вот эти 2-3 повторяющиеся ситуации, в которые мы все время втыкаемся. Не изменить их никак. Ну и так далее. Сфера здоровья, то же самое. Можно продолжать этот ряд бесконечно. В каждом случае мы имеем некий порог судьбы, и в рамках техник современной профессиональной психологии, какой бы хорошей она ни была, вы этот порог преодолеть не можете. Наша с вами задача в ходе этого тренинга учиться взаимодействию вот с этой тонкой силой судьбы. Преодолевать вот эти пороги, вот эти кармические замки. Второе, на что я хочу обратить также ваше внимание, и еще более пристально обратить на самом деле, мне бы очень этого хотелось, что вот этот вот успех, который вы получаете, он может быть очень опасен по одной очень интересной причине. Сейчас тоже ее нарисую. Ну, вот здесь мы нарисовали сферу богатства. Пусть будет эта сфера. Также мы сказали, что есть сфера взаимоотношений. Есть сфера, какая еще? Сфера здоровья, да, безусловно. Я уж не знаю, кстати, как изобразить здоровье. Обычно люди подсказывают, да, вот этот вот аптечный термин, но у меня такое ощущение, что он все-таки ассоциируется с отсутствием здоровья. Но солнышко, говорят, давайте солнышко. Здоровье, в общем. А теперь вот что происходит.
Если при помощи вот этих методик, некой концентрации внутренней силы воли, раскрытия вот этой веры, убеждения, я достоин чего-то добиться, скажем, в сфере богатства, вы реально сдвигаете эту ситуацию, вот больше, то вот со всех-то вот этих сфер, понимаете, энергия это будет оттянута. И она пойдет вот сюда. И что вы получаете? Вы добиваетесь успеха здесь, но при этом проблемы в семье как-то начинают странно очень возникать. И с детьми непонятно что, сфера здоровья ослабляется и так далее. Это пример нецелостного успеха. В силу того, что у нас нет знания о вот этой целостной ситуации, о том, как целостно ее улучшать во всех сферах жизни, а не просто, знаете, забирать энергию с одного плана и вкладывать в другой. Вот в силу этого мы получаем достижения в одной сфере, но проблемы во всех других. Итак, одно из самых принципиальных понятий вот этой науки третьего тысячелетия – это понятие экология успеха. Важно не просто добиться чего-то, а добиться этого правильно, находясь в гармонии с самим собой и с законами мироздания. Потому что только такой успех, он будет созидать личность. Весь остальной успех, он будет личность разрушать. Мы сейчас немного это объяснили. Наша с вами задача в ходе этого тренинга понять вот эти принципы, принципы такого целостного успеха. Знаете, как Булгаков говорил, осетрина второй свежести не бывает. Понимаете? Нет такого, что вот успех вот здесь вот в карьере, а там не важно что. Там терпеть просто нужно. Говорил недавно с одной очень богатой женщиной. Да, просто это потерпеть нужно. Надоело мне, дурак, просто. Вот и все. То есть я с ней говорил, она абсолютно уверена, что, ну да, вот в бизнесе все нормально, а здесь, ну как уж пришлось, то есть так, как получается. Это неправильное отношение к жизни. У нас с вами есть две цели, и пока мы полностью не реализуем себя в этих двух целях, мы не будем удовлетворены никогда. Первая цель – это цель успеха, безусловно, это так, добиться чего-то. Успех – это хорошая цель, просто грамотно нужно этого добиваться. Вторая цель – это цель счастья. Это вот это ощущение гармонии, целостности, правильно прожитой жизни, ощущение радости просто от жизни. Задумайтесь, пожалуйста, вы добились всего, чего хотите, но при этом, если вы внутренне, у вас есть неудовлетворенность, вам нужно все это? На самом деле, наша самая глубокая цель – вот это счастье. Итак, экологичный успех – это успех, который, с одной стороны, приводит к результату, а второе, он приводит вот к этому чувству внутреннему. Люди входят в третье тысячелетие, и мы с вами должны изучать реальность такой, какая она есть. Мы должны грамотно жить в этом мире, а не просто проигрывать свою жизнь. Нужно не просто решать одну какую-то ситуацию. Вы знаете, есть такая психологическая методика, допустим, создать у себя уверенность вместо неуверенности. Это ничего не меняет на самом деле. Потому что пока вы в корне не поймете, как действовать правильно во всех сферах жизни, вот это чувство все равно будет копиться. Это все равно, что вы сорняк срезаете у корня, но корень остается. Вот эти неправильные поступки, они остаются, они будут питать всю эту ситуацию. Можно чего угодно добиться на внешнем плане, но внутренне иметь этот разрушенный мир. Но зачем нам тогда эти успехи, подумайте? Мы имеем все, что угодно, машины и сотовые телефоны с самыми разными мелодиями, и с блютусами, которые... Я ехал в поезде в Краснодар, там люди перекидывали мелодии через несколько купе, через Bluetooth, наслаждались этим. Да что угодно можно иметь. Но если внутренне у нас копится раздражение, неуверенность, гнев, обида, можем ли мы на самом деле наслаждаться всем тем, что мы получаем на внешнем плане? Задумайтесь. Одна из самых главных наших задач – это задача созидания своего «я». Правильные поступки и действия – это то, что может это сделать. Так или иначе, в ходе этого тренинга мы с вами хотим изучать вот эту науку жизни. Спасибо, это очень хороший термин. Или искусство жить в этом мире. Мы хотим понять эту целостную систему навыков достижения успеха и формирования счастья. Нас интересуют две эти цели и интересует в предельном проявлении.
продолжая тему вашу, вот вы говорили, да, достичь успеха, да, вот все это все понятно и читали, знаем, да. Но иногда стоит вопрос возрастной. Если человек 40 лет это начнет делать, да, и добиваться, и развивать это все. А когда человеку 60 лет, неверие все равно тормозит. Так, обратите внимание, это вот некий, то, что в психологии называется паттерн или стереотип. Когда мы говорим успех, все почему-то думают только про богатство. Это вот то, что уже у нас вбилось сюда. Но я хочу подчеркнуть, что успех у каждого свой. Есть успех в семье, и это что такое? Это гармония во взаимоотношениях. Есть успех в воспитании детей, это что такое? Это просто взаимопонимание, понимаете, и открытые, доверительные отношения. Вот что такое успех в воспитании. Успех в бизнесе, все уже понятно. Успех в здоровье, в сфере здоровья, вашего просто самочувствия физического. Это просто присутствие этого самочувствия с хорошим знаком. Успех — это очень целостное понятие, это не просто деньги. На самом деле, еще раз, деньги могут стать очень серьезной проблемой. Мне в Москве одна клиентка рассказывала свою личную ситуацию. Она говорила так: я иногда просыпаюсь в своей 6-комнатной московской квартире, думаю, где я? Это Нью-Йорк, Париж, Токио или Лондон? Где я? Вам нужен такой успех в бизнесе? Задумайтесь. Причем женщины еще. Успех — это целостное понятие. Он неразрывно должен быть связан вот с этим внутренним чувством гармонии. И на разных этапах жизни успех, он формулируется по-своему. Скажем, в случае молодого возраста, да, это утвердить себя в жизни, добиться чего-то. В случае 60 лет это совершенно иная уже сфера. Это другая сфера совершенно, абсолютно, и другие задачи. Есть жизнь, есть разные этапы, и на каждом этапе жизни нужно решать свою собственную задачу. Иначе мы будем проигрывать. И очень важно на самом деле вот эту науку знать. Потому что если мы будем жить, еще раз, не в соответствии со своим предназначением, не в соответствии с тем, что нам дается сейчас, вот это чувство неудовлетворенности, оно будет только накапливаться. Вы будете противостоять законам Вселенной. Русское слово «счастье», кстати говоря, очень интересно. Посмотрите, пожалуйста, и мы его произнесем также. Есть такая наука этимология, которая изучает значение слов. И глубинные смыслы слов, они очень точно формулируют то событие, которое, собственно, слово называет. Итак, мы с вами все стремимся к счастью. Но что же такое счастье? Где мы его ищем? Счастье. Часть, причастность, участие. К чему? Это вот самый важный вопрос на самом деле. Если вы действуете в гармонии с законами мироздания, то вот это событие само собой приходит в вашу жизнь. Если же вы живете так, как мне хочется или как придется, то будут приходить другие события. Итак, если мы знаем науку жизни, если мы правильно действуем в этом мире, то будет приходить вот вся та реальность, о которой мы говорим, в сфере успеха и в сфере счастья как такового. Успех — карьера, богатство, процветание, здоровье, хорошие взаимоотношения и так далее. Счастье — это просто чувство удовлетворенности. В этом мире нужно жить целостно, реализуя себя в этих двух сферах, а не просто собирая какие-то крохи. И у нас остался самый последний, заключительный этап сегодняшнего небольшого марафона. Есть один очень интересный принцип, о котором я тоже хочу сказать сегодня. Для кого-то он может быть важен уже сегодня. Успех может быть созидающим и экологичным только при одном принципиальном условии. Если вы в жизни действуете в рамках своего предназначения, если вы действуете за рамками своего предназначения, то будет накапливаться только вот эта внутренняя проблема. Это тоже некий такое интересное, может быть, для кого-то замечание, потому что я предложил бы вам задуматься на эту тему. Насколько вы действительно живете, знаете, не в силу вот этой концепции приспосабливаться к жизни. Знаете, вот принять то, что дается. Ну вот мне дали этот бизнес, поэтому я им и занимаюсь.
я имею эту работу, потому что мне это досталось. И я не пытаюсь это изменить. Это концепция неудачника на самом деле. Сколько бы вы ни имели на внешнем плане, но это концепция неудачника, потому что нет внутренней силы и даже нет веры в то, что можно это поменять. Вторая концепция – это философия по-настоящему лидера, с которой, собственно, мы хотим работать в ходе этого тренинга. Человека, который способен менять обстоятельства судьбы. Понимаете? И задумываться не над тем, что сохранить то малое, что я имею, а просто как себя, как личность реализовать в этом мире, в самых различных сферах. Как мне реализовать себя в мире? Задумайтесь, насколько вот эта философия свойственна вам. Но так или иначе, на этом тренинге мы хотим осваивать именно эту философию жизни, потому что все остальное особого смысла на самом деле не имеет. Можем что угодно сохранить или немножко прибавить к тому, что мы имеем, но удовлетворения особого не испытаем. Мы пришли в этот мир, чтобы полностью реализовать свой потенциал, а не для того, чтобы просто приспосабливаться к жизни. Тот из вас, кто готов работать в таком поле, добро пожаловать завтра на этот тренинг.